сегодня принимаем квартиру от девелопера Divelia. Место называется Оливско-Вита. У квартиры совершенно уникальная форма. Это такой большой вытянутый прямоугольник. Когда вы входите, вы упираетесь в ванную комнату, и с правой и с левой стороны у вас две комнаты. Большая гостиная с кухней и спальня. Divelia всегда сдает квартиры с очень хорошим качеством, использует хороший материал. Например, не так давно мы показывали вам квартиру, которую принимали в другом месте, и разница видна просто невооруженным глазом, например, в качестве выравнивания стен и качестве штукатурки. Здесь это прям гладенькие стены, безусловно, их нужно будет еще чуть-чуть выровнять под покраску, но в целом они прям очень-очень-очень гладкие. Квартира, как в принципе это стандартная история, сдается вместе с розетками, выключателями, выводами под лампы. Здесь в одной комнате сделано 3 вывода, что достаточно хорошо, обычно меньше. В этой комнате у нас с вами 3 окна, 2 маленьких и одно большое вместе с выходом на балкон. Мы переходим с вами к ванной комнате. Здесь стандартно мы будем доращивать стену, дверь сделаем чуть уже, потому что проемы оставляются очень большие всегда. Здесь обогреватель расположен с этой стороны. Мы будем переносить его на эту сторону. И будем устанавливать открытый высокий душ. Это самое эргономичное решение в случае небольших ванных комнат. А это у нас с вами спальная комната. Она совершенно прекрасной формы, не вытянутая, не пеналом. Здесь идеально встанет и шкаф, и кровать, и будет достаточно места, не надо будет ютить. Также здесь интересное решение с окном. Окно достаточно большое, не в пол, но почти. И неплохо сделано с той точки зрения, что открывается только верхняя часть окна, и не будет, например, если вы хотите спать с открытым окном, не будет так сильно дуть, как если бы это было целиковое окно. Еще стоит сказать в целом о приемке квартиры. Очень важно проверять полы. Как мы с вами знаем, важно простукивать обязательно углы и проверять, не осыпется ли пол в этих местах, потому что, к сожалению, иногда рабочие экономят, и в углах не докладывают полностью материал, и буквально при приемке иногда углы осыпаются, и это нужно будет сразу об этом сказать застройщику, чтобы это было исправлено в рамках гарантии, назовем это так. Важно это проверять. Единственный нюанс этой квартиры заключается в том, что мы имеем вот такой вид из окна. С одной стороны, это может быть минусом, с другой стороны, здесь очень хорошая шумоизоляция. Мы уже посмотрели, что можно сделать с окнами, чтобы железнодорожные пути не бросались в глаза. У такого расположения тоже есть плюс, потому что буквально в 100 метрах находится станция железнодорожная. Соответственно, вы можете на местном поезде, электричке, трамвае доехать очень быстро до центра. И вообще огромное преимущество этой инвестиции в том, что транспортная доступность до центра просто прекрасная. Вы такого не найдете нигде. Буквально 14 минут, и вы находитесь в самом центре города на Новом Швете. А цена этой инвестиции была просто фантастической. По цене можно сравнить, например, с Урсусом, который гораздо-гораздо дальше от центра и не сравнится по качеству строительства. И если мы с вами говорим про близость расположения железнодорожных путей, то не всегда стоит этого бояться, потому что вот мы сейчас здесь находимся, там, не знаю, 40 минут, час, проехало всего 2 внутренние электрички, которые очень тихие. А так у вас огромное пустое пространство из окна видно, воздух, поют птички, много зелени, а поезда приезжают очень редко. Например, можно сравнить с ситуацией, когда вы покупаете новостройку рядом с крупной дорогой, например, с Ягеллонской. Вроде как это не железная дорога, а просто обычная автомобильная дорога, но она гораздо более шумная. Кстати, интересный нюанс. Я, например, до недавнего времени о нем не знала. В Польше запрещено поездам ездить ночью. Как раз из соображений тишины. То есть, например, здесь не стоит бояться, что ночью проедет, например, такой достаточно тихий поезд, который и так было не очень слышно, но ночью будет просто ангельская тишина. Иногда, когда мы с вами выбираем квартиру уже в конкретном доме, и, например, мы знаем, что будет железная дорога, мы почему-то не выбираем квартиры на партере, на нижних этажах, потому что нам кажется, что
это будет не очень хорошо. Но по факту, например, здесь оказалось, что партеры первый этаж очень-очень выигрышные, потому что они закрыты полностью от железной дороги, ее не видно, не слышно, потому что стоит заглушивающая стена и вообще ничего не видно. При этом, например, это последний подъезд, здесь не будут ходить люди, то есть такой огрудок будет тихий. Поэтому иногда стоит тоже обращать внимание на партеры и первые этажи, несмотря на расположение или какие-то нюансы, которые вас могут смущать. И вот мы с вами слышим, как поют птицы. По-моему, прекрасно. Это другая сторона здания. Здесь огрудки побольше. Сейчас это все выходит вообще на зеленую зону, но земля вроде как продана, поэтому, возможно, там что-то построится, но пока там ближайший год-два абсолютно точно здесь владельцы квартир будут наслаждаться тишиной и пением птиц. Что еще хочется сказать? Что в целом дом выполнен из совершенно прекрасных материалов и в прекрасных цветовых решениях. Даже лестничные клетки, даже общие зоны. Например, если вы посмотрите на ступеньки, на цвет стен, на поручни, которые деревянные, настоящее цельное дерево. Это все производит классное впечатление. Лифт запроектирован таким образом, чтобы он не примыкал стенками ни к одной квартире, ни к одной жилой стенке. На этаже есть 2 квартиры, которые находятся в общей зоне, где лифт и лестница. И есть большинство квартир, которые расположены за закрытой дверью, в закрытой части помещения. Сейчас мы с вами посмотрим, как выглядит коридор на этаже, там, где находится большинство квартир, которые защищены дверью от шума и от посторонних людей. Вот наша с вами квартира. Здесь находятся счетчики, которые прекрасно спрятаны за красивой деревянной дверью. Также можно отметить, что здесь достаточно оригинальные красивые светильники. И в целом двери и входные группы выполнены тоже очень красиво, строго, опрятно, производит впечатление. Сейчас Дивелия здесь продолжает строить новые этапы. Цена в новых инвестициях начинается от 16 тысяч. Естественно, можно пробовать говорить о скидках. Мы, правда, рекомендуем рассмотреть эту инвестицию с точки зрения расположения, с точки зрения качества выполнения квартир, с точки зрения застройщика. Правда, стоит обратить внимание на эту инвестицию. Она классная.